Верхняя одежда для многих самое главное. Технологии всегда привлекают. Отличаться хорошо. Куртки из Китая, в котором нет даже центрального отопления, слегка странно. Конечно, лучше Коламбия или Merrell. Но так случилось, что верхняя одежда из Поднебесной интересна многим моим подписчикам. Все эти подогревы поясницы пауэрбэнком, теплые жилетки, стильный фасон и аэрогели, как в НАСА. Поэтому я рассказываю про пуховики от Xiaomi. Многие их суббренды шьют подобное. И сразу на все куртки в моем топе есть отдельные обзоры на канале. Я покупал их куртки вслепую, примерять было негде. Результат вы сейчас увидите. Tube 667, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании условия дополнительных розыгрышей, там всегда море девайсов, в этом месяце будет 20 штук. Розыгрыш 30 числа каждого месяца на стриме, стримы сохраняю. Подробная информация в описании к видео. Подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить на обзор, добавляйтесь в телеграм-канал со скидками и промокодами по ссылке в прикрепленном комментарии. А сейчас мой топ-5 пуховиков от Xiaomi. Не от лучших к худшим, а рандомно. Я бы не покупал их, если бы они на картинке на Али мне не приглянулись. Начнем с самого простого. 5 место. Xiaomi Yupin Skach. Моя 4-я куртка от Xiaomi на обзоре. Тестировал ее только при минус 7, появилась у меня куртка только весной. Приходит куртка в довольно тоненьком упаковочном пакете, в котором в свою очередь упакован довольно плотный фирменный пакет. Пакет с дырочками, чтобы не завонялось. Запаха не было, вообще никакого. Размер я купил XL, и на мои 182 см роста и 78 кг веса она просто отлично выглядит, хотя для многих покажется, возможно, слишком маленькой. На борту у куртки есть внутренний карман, 2 стандартных внешних боковых кармана на молнии и 1 нагрудный кармашек, также на молнии. Вся фурнитура YKK. Одинокий оранжевый пуллер на бегунке основной молнии выглядит очень классно. Подкладка вышита аристократическим ромбиком, прямо классикой тянуть от Xiaomi начинает. Манжеты на узких резинках не жмут, но и не задираются. Полу куртки можно регулировать, но если их перезатягивать, в куртке начинаешь смотреться как телепузик. Капюшон среднего размера не снимается и не регулируется. Такой вот вариант Casual Ultra No Name. Никаких внешних нашивок либо лейблов. В куртке при минус 8 тепло даже в одной футболке. По лекалам на мне сидит не особо шикарно, не хватает мне плотности для нее в килограмм 5-7 еще сверху. Вес куртки всего 480 граммов, и это на 200 граммов меньше, чем самая легкая куртка от Xiaomi, что была мной куплена. Ветром не продувается, от дождя не промокает, табличным размерам соответствует, максимум шьется на рост в 185 сантиметров, на выбор 3 цвета: хаки, черный и серый. Я выбрал серый. Ссылки на обзоры и цены на Алиэкспрессе на данные товары вы можете посмотреть в описании к видео, и я в курсе, что за эти деньги можно купить легкий пуховик в Uniqlo или на распродаже в Mango Man. И я бы так и сделал, если бы они у меня были рядом. 4 место. Всегда хотел парку от Xiaomi и купил, правда, для супруги. Xiaomi 90 Fan Yupin Lesha Long Goose Down Jacket. Особыми качествами она не обладает, но качество как такового здесь хоть отбавляй. Поставляется куртка, как и обычно, в фирменном прозрачном пакете. Море различной информации на всевозможных бирках и вкладышах. Особенно приятно, что вся фурнитура мега качественная и находится в отдельной упаковке. Основная молния средняя с довольно крупными плотными зубьями. Выглядит добротно. Тип застежки тракторная, металлические бегунки SAB 8E и 8D. Пуллер-брелок из пластика с рифленым основанием и надписью 90. Основная молния прячется под утепленную ветроводозащитную планку, которая крепится на металлопластиковые заклепки. Длина парки до середины бедра, и это оптимальная длина, при которой одежда не стесняет движений, но отлично согревает. Наполнитель 80% гусиного пуха, есть шнурок на талии для того, чтобы подогнать по вашей фигуре. Все внешние карманы на лицевой стороне куртки на липучке. На левом рукаве есть еще один маленький карман на молнии, на котором располагается еще один мини-кармашек открытого типа. Вся прям куртка в кармашках. Мех на капюшоне есть, зеленые будут роптать, но он из натурального меха енота. Воротник съемный, крепится на кнопках, к сожалению, лямок на капюшоне нет, по размеру не подогнать и не затянуть. Сам капюшон не отстегивается, и внутреннюю его часть тактильно неприятной не назвать. Она из того же материала, что и внешняя часть куртки. Накидывать без шапки довольно комфортно. На объемную шапку капюшон уже не натянуть. Затягивающая лямка на капюшоне, хотя и носит декоративный характер, при ветре довольно забавно развивается. Полы куртки регулировать нельзя, но она сделана довольно узенькой к низу. Свободно будет только для очень стройных фигурок с модельными ножками. Теплая, клевая. Вот это я однозначно советую в
фанатом. Мне, кстати, идут две куртки именно этого суббренда, и этой зимой я о них, скорее всего, расскажу. Третье место. Одна из самых популярных курток на Алиэкспрессе. Химическое оружие Xiaomi DMN Aerogel Cold Suit. Доставляется куртка в довольно увесистом пакете, вес которого, по ощущениям, значительно больше килограмма. Уничтожить или повредить при перевозке ее довольно сложно. Ажиотаж на эту куртейку был такой бешеный, что даже при предпродаже без единого отзыва покупателей ее купили в разных магазинах более 1000 человек. Куртка после изъятия воняла химией так, что я думал, это конец моего блогинга и волос. Но волосы у меня не повыпадали, ношу ее до сих пор, счетчик Гейгера показывает значение в пределах нормы, ткань как с виду, так и на ощупь очень плотная и качественная. Куртку не продувает никакой ветер, кривая сохранение человеческого тепла относительно проведенного в куртке времени в рекламе по мне правдиво. Я примерно понимаю, как это работает, но реально боюсь материалов, которые они использовали. Этот 3-миллиметровый фильтр, слишком долго разил первое время. Лично мне в тоненьком лонгсливе в куртке при минус 15 градусах было комфортно. Ниже температура в моем регионе после получения данной куртки не опускалась. И я очень сильно и по-хорошему удивлен данному факту. От того, что с виду она больше похожа на осеннюю куртку, чем на зимнюю парку, а по факту она зимняя. Куртку можно стирать как вручную, так и в машинке. Сама куртка сшита из 3-миллиметрового материала, покрытого водозащитным слоем с 4-м уровнем защиты от влаги, а внутри покрыта слоем из ионов серебра. Материалы обладают высокой термостойкостью и способны кратковременно выдержать резкое понижение температуры до минус 196 градусов по Цельсию. Эти красивые тесты, конечно, круто, но не особо показательно, хотя хорошо, что при попытке вас заморозить жидким азотом вы сможете, возможно, выжить. Но кто с ним работает, тем более в парке? Вопрос остается, конечно же, открыт. Защита от воды 4-го уровня. И здесь не особо понятно, что они имели в виду. Обычно указывают водонепроницаемость в граммах на миллиметр, и в широком смысле этих классов всего 3. Здесь 4-й класс. Ну да ладно, главное, куртка спокойно выдерживает нахождение в душе как минимум 10 минут, и при этом не промокает. Куртка дышит, мембраны в наличии, теплая. В Китае стоит копейки, у нас космос. Ношу в основном ее до сих пор. Безумно нравится пошив. Второе место, мой самый популярный ролик Xiaomi Down Jacket. Простая куртка с подогревом. Куртки от xiaomi-шного бренда Cotton Smith, которая обладает функцией подогрева от Powerbank. Приходит куртка в пакете довольно высокой плотности, похоже на брезент. Внутри пакета куртка, талон принадлежности к бренду и должна быть инструкция, которой у меня, кстати, не было. Куртка ничем не пахла, как обычно пахнет китайский ширпотреб, я уверен, что все хоть раз ощущали. Здесь нет химического запаха даже от пакета. Powerbank в комплекте, конечно же, тоже нет, и вам придется использовать свою банку. Чем больше Powerbank, тем дольше вы сможете обогревать себя энергией. Кстати, на канале у меня, наверное, Powerbank'ов 10 есть на выбор, посмотрите, можете самый дешевый от Redmi взять, советую. Но по моим ощущениям, с собой для комфортной носки можно брать максимально банку на 10 тысяч мАч. Если банка будет больше, куртку будет перекашивать, да и носить такое чудо в кармане не особо удобно на 20 или 30 тысяч мАч. Все молнии прорезинены, косяков у швов я не заметил. Прошита куртка отлично, с размерами, конечно, смех. Я ношу размер М всех известных мне брендов. А эта куртка мне идеально подошла размера XL. Фиксация запястья здесь довольно хитрая, ни резинок, ни клепок, но она есть. И куртка в рукаве не болтается. Из реальных проблем низ у куртки не имеет затяжек. Сама куртка не особо длинная. Не знаю, экономия материалов причина или мода. Капюшон затягивается просто, вся фурнитура качественная, но не понравилось, что на бегунках нет тканевых колец, чтобы было просто застегивать их в перчатках. И кнопка активации подогрева куртки, очень яркая, хотя здесь плюс к безопасности. 4 режима подогрева на 53, 48, 43, 38 градусах. Греет только поясницу. Номинальная мощность 7 Вт, внутри графеновая батарея. Наружный материал 100% полиэфирное волокно. Внутри куртки наполнение 90% утиного пуха. Хотите гулять с банками как странная елка? Дерзайте. Актуально для местности, где я жил и живу. Крайнему северу привет. Первое место. Двухсторонняя куртка Xiaomi Ulimak. Поставляется куртка в плотном пакете, повредить ее будет сложно при распаковке, чувства смешанные. С одной стороны, нет никаких химических запахов, вся информация на бирках в наличии, материал по тактильным ощущениям качественный, но молния не двухсторонняя. Нет ветрозащиты у основной молнии, как обычно делают в парках. Размер капюшона регулируется довольно странным механизмом, и он рабочий, но для меня довольно непривычный. Полы куртки регулировать нельзя, как и ширину талии. Тип молнии тракторная, бренд YKK. Движок для молнии металлический, пуллера на нем нет, внешние карманы прорезинены, основная молния не прорезинена. Швы аккуратные и ровные, вес куртки всего 610 граммов. И это даже меньше, чем у аналогичных пуховиков от Uniqlo. Конечно,
Конечно, она позиционируется как куртка для городских жителей и длиной точно не блещет, но она уже длиннее моей прошлой подобной куртки от Xiaomi на сантиметров 5. И, конечно, намного функциональнее. Материал водоотталкивающий, по ощущениям вообще осенне-весенняя куртейка. По отзывам свободно используют ее при минус 20 градусах. Для первого классического матового слоя куртки предусмотрены 4 внешних кармана. Один нагрудный, 3 боковых, один из которых под аккумулятор. Куртка с нагревательным элементом, и на этот раз греет куртка не только спину, но и зону груди. И ощущается это более чем бодро. Вставляйте аккумулятор в карман, и на максимальном режиме, которых здесь, кстати, 3, куртка дает 55 градусов для обогрева. Будете использовать данную функцию при плюсовых температурах, можете считать, что вы попали в фитобочку. Подключаете Powerbank, желательно на банку в 10 тысяч мАч. И далее кнопкой меняете режимы. Режима всего 3. Кнопка подсвечивается довольно ярко, но не вульгарно. 3 режима: 35 градусов, 45 градусов голубой свет, белый 45-50 градусов, красный 50-55 градусов. От аккумулятора в 10 тысяч мАч куртка в режиме обогрева работает на максимальном режиме 3,5 часа, на минимальном все 7. Аккумулятор на 20 тысяч мАч в карман засунуть можно, на 30 тысяч уже нет. Нагревается всего за 15 секунд, материал куртки препятствует воздействию солнечного излучения, вот о чем я лично зимой никогда не задумывался. Наверное, китайцев надо на пару лет к нам отвезти в снежную тайгу, для того, чтобы они поняли, что это не особо важно и солнца зимой нет. Наполнитель у куртки на 90% гусиный пух, нагревательные элементы полиэфирное волокно, подкладка нейлон. На карманах полосы мало того, что прорезиненные, но еще и светоотражающие. На спине также есть светоотражающие полоски. Расцветок у куртки 2, и у каждой из этих двух расцветок второй слой куртки одинаковый, под глянцевый дутик. Куртку можно стирать прямо в стиральной машине. Вот такой вот простой топ. Напоминаю, что для всех планов покупок скоро распродажа 11.11. В прикрепленном комментарии моя группа со скидками и промокодами в Телеграме. 28 числа сделаю на канале стрим, как правильно покупать на Али. Напомню, таких стримов уже, наверное, было штуки 4. Сохраню, не умеете покупать, посмотрите, вспомните или узнаете. Резюмирую, больше всего мне нравится номер 3. Если обзоры на куртки интересны, обязательно ставим лайк и пишем, какую еще купить. Подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрышах, приходите на стримы. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.